Биткоин будет стоить минимум 80 тысяч долларов после четвертого халвинга, который пройдет буквально через 10 дней. Да, друзья, до этого исторического события остались считанные дни, и сейчас на рынке начинается активное обсуждение вопроса, как же халвинг на самом деле повлияет на цену биткоина. И прежде всего я бы хотел выделить достаточно конструктивный прогноз от генерального директора компании CryptoQuant, который считает, что для того, чтобы майнеры продолжали оставаться в плюсе во время добычи биткоина, его цена должна составлять минимум 80 тысяч. Это связано с тем, что после халвинга стоимость майнинга вырастет в 2 раза, и вместо текущих 40 майнерам придется тратить более 70 тысяч долларов. И вы можете подумать, а что же будут делать майнеры? А я вам отвечу, ровно то, что и в 2012, 2016 и 2020 годах. Ждать рост цены биткоина. Ведь халвинг не просто уменьшает вознаграждение майнеров в 2 раза, а он увеличивает дефицит на рынке, который исторически приводил к росту на 1000%. И таким образом сейчас, когда на рынке сохраняется спрос не только от обычных инвесторов, а в первую очередь со стороны больших фондов, биткоин имеет очень хорошие долгосрочные перспективы. Ведь даже оттоки капитала из ETF в понедельник, которые составили 200 миллионов, не помешали биткоину пробить уровень 70 тысяч в преддверии халвинга. Вот поэтому сегодня в видео нам крайне важно разобрать влияние предстоящего халвинга на цену биткоина. Для этого я, как всегда, собрал для вас только самые важные отчеты, большое количество метрики, прогнозов от известных аналитиков, как, например, Артура Хейтса, который наоборот ждет падения после халвинга. А еще мы проведем большой теханализ на апрель, чтобы понимать потенциальные цели и основные сценарии движения биткоина. Так что обязательно смотрите до конца, будет очень интересно. И кстати, пока все наше внимание было направлено на халвинг, на рынке появилось много монет, которые готовятся показать активное движение до и после халвинга на следующей неделе. Поэтому если вы желаете, чтобы мы сделали отдельный топ с самыми перспективными монетами на ближайший месяц, давайте наберем 1700 лайков. И чем быстрее вы это сделаете, тем раньше мы выпустим данный топ. Ну а теперь давайте не будем терять время. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, после долгой паузы на рынке и затяжной консолидации биткоин начинает подавать первые сигналы формирования активного движения перед халвингом, до которого осталось всего 10 дней. И именно в это время, как никогда, стоит оставаться в курсе всех новостей, которые вы можете получить в нашем телеграм-канале. Команда редакторов Coin22 мониторит новости 24/7, чтобы каждый день вы знали, что происходит на рынке и как это может отражаться на цене криптовалют. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь по ссылке в описании. Ну а первое, с чего мы начнем, это ответ на вопрос, почему биткоин должен стоить 80 тысяч долларов после халвинга. Как я сказал в начале, таким прогнозом поделился глава фирмы CryptoQuant, ведь в Твиттере он написал, что затраты на майнинг после халвинга вырастут с 40 до 80 тысяч долларов. И это реально может оказаться правдой, потому что халвинг влияет не только на цену биткоина, но и на стоимость майнинга. Живой пример халвинга в мае 2020 года. Тогда пришлось тратить 30 тысяч долларов на майнинг, чтобы при этом оставаться в плюсе. Но не стоит забывать, что тогда биткоин пробил свой максимум на уровне 69 тысяч. На данный момент стоимость майнинга составляет 49 900 долларов. Но после халвинга расходы за майнинг могут превысить 80 тысяч долларов. Соответственно, чтобы майнеры продолжали зарабатывать, а бесплатно создавать блоки никто не будет, необходимо, чтобы биткоин стоил выше 80 тысяч. Но если мы откроем вот такой график 4-летних циклов биткоина, то мы наглядно увидим, что после каждого халвинга биткоин всегда рос, причем в 2012 году на все 9000%. Таким образом, майнеры всегда оставались в плюсе, несмотря на опасения обанкротиться после халвинга. После каждого халвинга наступает период, когда цена биткоина остается ниже прибыльной цены майнера, но по мере увеличения спроса из-за халвинга, биткоин начинает расти и его цена превышает затраты на майнинг. Вот поэтому есть большие шансы, что когда после халвинга вырастут затраты на майнинг, высокий спрос, который формируется за счет роста дефицита на рынке, сможет поднять цену биткоина, а именно до уровня 80 тысяч, чтобы майнеры могли легко покрывать расходы и при этом оставаться в плюсе. Однако, по мнению генерального директора фонда Acheron Trading, майнеры все равно будут получать прибыль, несмотря на падение вознаграждения до 3,125 биткоина из-за увеличения сетевых комиссий. Ведь помните вот эти токены BRC20, которые в несколько раз превышали стоимость комиссий в сети биткоина. Так вот, майнеры могут получать на этих комиссиях дополнительный профит. Сейчас средняя комиссия за транзакцию биткоина составляет почти $5, хотя месяц назад
это было 16. И получается, что за последний год транзакции выросли более чем на 85%. Таким образом, что в прогнозе от главы CryptoQuant, что в ситуации с ростом сетевых комиссий есть одна общая деталь, а именно спрос. С приходом на рынок больших инвесторов спрос продолжает оставаться на высоких уровнях. И это мы можем увидеть по данным накопления биткоина, что положительно влияет на его цену. Но по такому же принципу работает рост количества транзакций в сети. Чем больше пользователей совершают транзакции в сети биткоин, тем больше им нужно самого биткоина для оплаты комиссий, который, конечно же, приходится покупать, тем самым увеличивать спрос. Этот механизм был продуман Сатоши Накамото еще в 2009 году, и, как показывает практика, работает он безотказно, за счет чего халвинг вызывает сильный рост цены. Поэтому, как я вам говорил еще вот в этом видео, ближайшие пару недель станут самыми важными за всю историю биткоина. Наглядный пример того, что большинство инвесторов ожидают рост после халвинга, является расхождение в движении цены биткоина и притоками капитала в ETF. Как мы видим, в понедельник спотовые ETF зафиксировали большой отток, который составил 203 миллиона долларов, но в это время биткоин не падал, а наоборот рос, из-за чего в начале недели он пробил уровень 70 тысяч и протестировал локальный максимум на уровне 72 700 долларов. Да, для нового максимума не хватило буквально пару процентов, но сам факт, что биткоин рос, а приток капитала в ETF падал, сигнализирует о том, что инвесторы готовятся к халвингу. И это также делают фонды, ведь когда доходность по ETF снижается, инвесторы сокращают свои позиции и переходят на фьючерсы биткоина, которые торгуются на бирже в Чикаго. Вот поэтому отток капитала в начале недели не оказал негативного влияния на биткоин. Правда, во вторник ситуация немного изменилась. Но благодаря такому резкому скачку криптовалюты после длительной консолидации, участники нашей подписки Coin22 Pro заработали от 80% профита на росте монеты Link. Ведь они заранее получили лучшую точку входа на локальной поддержке 17,5 долларов и Take Profit выше сопротивления на уровне 18 долларов. Такие сделки подготавливают наши аналитики, которые 24/7 следят за рынком, чтобы вы вовремя открывали сделки перед началом активного роста или падения. И даже если вы новичок и ни разу не торговали на крипте, вас будет ждать пошаговое обучение на старте, где вы научитесь открывать сделки. А чтобы вы это делали правильно, у вас будет круглосуточная поддержка с нашими специалистами. До такого важного события, как халвинг, остается все меньше и меньше времени. И поскольку я уже активно работал в крипте во время третьего халвинга в 2020 году, я лично могу вам сказать, что лучшего времени для заработка на крипте просто не бывает. После халвинга ваш портфель за считанные дни может вырасти более чем на 100%. И если вы не желаете упускать такой шанс, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и уже сегодня мы отправим вам первую сделку, а также прибыльный долгосрочный портфель. Но пока большинство инвесторов готовятся к росту после халвинга, известный аналитик и глава биржи BitMEX Артур Хейтс заявляет, что халвинг наоборот спровоцирует сильную коррекцию на рынке. Ведь в своем блоге он написал: во второй половине апреля криптовалюта столкнется с сильной турбулентностью, вызванной халвингом биткоина и набором сюрпризов от ФРС США. Хейтс предполагает, что халвинг произойдет в то время, когда долларовая ликвидность более ограничена, чем обычно, и его предположения по большей части основаны на денежно-кредитной политике ФРС и госдолге США. Также Хейтс написал: вот почему я считаю, что цены на биткоин и криптовалюту в целом упадут примерно вдвое. Это добавит стимула к будущей распродаже криптоактивов. Конечно, вопрос влияния процентных ставок ФРС, а также данных по инфляции, которые были опубликованы сегодня, является важным фактором в движении биткоина, но в данном случае сложно поверить в прогнозы Хейтса, который ждет падения в 2 раза. Недавно Джером Пауэлл сам заявил, что даже последние не особо положительные данные не меняют общую картину, и ФРС все равно будет стремиться к снижению инфляции до уровня 2%. Но если посмотреть на официальные прогнозы, то вероятность снижения ставки в июне составляет 51%. Поэтому я думаю, что теория Хейтса не оправдается. Кстати, а как думаете вы, что будет с биткоином после халвинга? Масштабный рост или падение? Нам было бы очень интересно это узнать, так что напишите ваши прогнозы в комментариях, а мы вам обязательно ответим. Также у меня для вас есть интересная метрика биткоина, благодаря которой мы можем предположить, что его ждет в этом месяце. Во-первых, на вот этих графиках мы видим, как увеличивается спрос из-за больших покупок на спотовом рынке. А это крайне важно для биткоина, который сейчас всеми силами пытается вернуться на уровень 70 тысяч. Дополнительно нужно следить за ликвидациями, ведь после роста биткоина до недельного максимума за последние 48 часов на рынке было ликвидировано более 100 миллионов долларов шорт-позиций. И теперь самое интересное, если цена биткоина вернется на уровень 73 тысячи, то совокупные ликвидации шортов составят более $500 миллиарда, и это только на Binance. А общий
ликвидации шортов на Binance превысят 600 миллионов долларов, и нам следует следить за уровнем 73 тысячи, потому что теперь именно он выступает в качестве сопротивления и потенциальной зоны ликвидации шортов. Но остается вопрос, а пробьет ли биткоин 73 тысячи? Давайте перейдем на график. На 4-часовом графике первое, что мы видим, это как биткоин сформировал вот такой восходящий треугольник, когда в конце февраля пробил уровень 60 тысяч, а в середине марта установил новый исторический максимум. И вот в этом треугольнике он движется больше месяца. Когда он тестирует сопротивление, его цена падает, а когда поддержку, то растет. В результате его цена остается в центре данного треугольника и продолжает сужаться. Как показывает практика, выход из таких треугольников приводит к формированию нового тренда, но не всегда восходящего. Ведь бывают ситуации, когда цена пробивает поддержку и начинает падать, причем очень активно, ведь ликвидности для поддержки просто нет. Так вот, в понедельник биткоин пробил верхнюю линию сопротивления и попытался выйти из треугольника. Но данный пробой оказался ложным, из-за чего цена вернулась ниже поддержки 70 тысяч. Таким образом, мы можем предположить, что скорее всего биткоин будет сужаться до халвинга, и когда перед халвингом мы увидим минимальную волатильность, есть очень большие шансы, что биток активно пробьет вот это сопротивление и начнет расти. И если мы снова будем следовать предыдущим циклам движения биткоина, то нам нужно быть готовым к тому, что рост после пробоя сопротивления будет равен ширине вот этого треугольника, то есть около 20%. И таким образом цена может превысить те самые 80 тысяч, а значит в ближайшие 10 дней нам нужно следить за вот этой поддержкой. Ведь после еще одного успешного тестирования цена имеет очень хороший потенциал на восходящее движение. Тем временем, пока биткоин снова корректируется и готовится к масштабному движению, эфир время зря не теряет и возвращается в диапазон выше своей любимой поддержки на уровне 3300 долларов. И на это есть причины, которые могут оказать дополнительное положительное влияние на его цену в будущем. Во-первых, на рост повлияли киты, которые наконец-то проснулись и начали его накапливать. По данным Glassnode, организации, которые холдят от 1000 до 10 тысяч эфиров, ежедневно увеличивают свои резервы, начиная с 17 марта. Причем именно такой формат накопления эфира очень часто формировал фазу активного роста, как это было в начале года, перед пампом на 73%. Также стоит отметить увеличение интереса институциональных инвесторов. Согласно данным CoinShares, с начала года большие инвесторы отправили в эфир 13,8 миллиардов долларов. И несмотря на отток больших инвесторов Ethereum в течение 4 недель подряд, эфир получил общий приток капитала на уровне 52 миллиона. Таким образом, все инвестиционные продукты Ethereum под управлением компаний оцениваются в 14,1 миллиардов долларов. В начале этой недели эфир даже обогнал по росту биткоин, более чем в 2 раза. Ведь по данным его социальная активность, это имеется в виду обсуждение в новостях или соцсетях, очень сильно выросла. Дополнительно у эфира наблюдается рост открытого интереса на фьючерсах, и поскольку трейдеры открыли сделки на общую сумму 600 миллионов долларов с тейк-профитом на уровне 4000, это говорит о том, что большая часть инвесторов все-таки готовится к росту. Также вчера фирма Santiment написала, что рост эфира стимулирует рост монеты RC20, которые выросли более чем на 8% за неделю. И кстати, к этим монетам относится Toncoin, который зафиксировал более 40% роста за неделю. И те, кто еще в сентябре смотрел вот это видео, знают, что мы советовали добавлять небольшую часть Toncoin к себе в портфель, когда он торговался на уровне $1,5. Но сама монета заслуживает отдельного внимания, так что если вам интересно более подробно узнать о Toncoin, пишите в комментариях. Касательно движения цены эфира, мы можем увидеть, как на дневном графике он начинает формировать новую восходящую линию тренда с поддержкой на уровне 3300 долларов. Еще во время падения, которое началось в марте, я вам говорил, что именно этот уровень обеспечивает хорошую поддержку для эфира. Таким образом, нам стоит следить именно за этим диапазоном, ведь эфир его часто тестируют, чтобы собрать заявки на покупку и получить дополнительную ликвидность для роста. Лично у меня здесь стоят ордера на покупку, что позволяет покупать по более приятной цене, поэтому вы можете сделать так же. Если говорить о рынке альтов, то особых новостей в начале недели еще не было, но буквально пару дней назад у нас выходил ролик про топ-монет на базе ИИ с низкой капитализацией и хорошим потенциалом на рост, так что те, кто его не видел, обязательно посмотрите. А мы пока будем подготавливать для вас новый интересный топ-монет, которые больше всех вырастут до и после халвинга. И напоминаю вам, что для публикации данного топа необходимо поставить 1700 лайков, но я думаю, что вы с этим справитесь. Также не забывайте переходить в наш телеграм-канал, где мы 24/7 остаемся на связи, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Ну а вам огромное спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!